Теремок ТВ. Вместе по лесу идут, собирают шишки. Ла-ла-ла-ла. Вместе песенки поют и читают книжки. Ла-ла-ла-ла. Сочиняют мастеря эти шалунишки. Ла-ла-ла-ла. Вместе радуют ребят. Мишки, ми-ми-мишки. Мишки, ми-ми-мишки. Лучший друг лисички. Скоро весна! Артиллерия! Отступаем! Мальчишки! Можно мне с вами? Кеш, привет! Можно мне с вами? Сиди вон под тем деревом и жди, когда понадобится твоя помощь. Генерал Туча! Твои дни сочтены! Ура! Ага, попался! Тучка, а Кеши тут нет. Так нечестно! Она тебе помогает! Но ты же сам сказал, ждать, пока понадобится моя помощь. Кеша прав, это не считается. И вообще, лучше сходи поиграй в куклы. Или не знаю, что еще сделай. Переходим в контрнаступление! Сдавайся, Тучка! Мальчишкам не нравится со мной играть. Я им только мешаю. Если бы у меня был друг, мы бы с ним играли. И ему бы никогда не было со мной скучно. Хочешь, я назову тебя Бон-Бон? Будем с тобой дружить. Ой, Бон-Бончик, что-то я с тобой засиделась. До свидания, Бон-Бончик! Штурман Тучка, поднять паруса! Слушаюсь, капитан Иннокентий. О, лисичка! Привет! Будешь с нами играть? Нам нужен Юнга. Нет, не могу. Меня ждет мой Бон-Бончик. У меня для него подарок. Кто? Что еще за бомбончик? Бон-Бон – это мой лучший друг. Мне с ним весело. Все, мне пора. Пока. В этом есть какая-то тайна. А там, где есть тайна, там есть дело для медведей-следопытов. Привет, Бон-Бон! Бон-Бончик, что с тобой? Ну вот, пришла весна, и ты растаял. Помогите! Лисичка, не бойся, мы здесь! Медведи-следопыты не подведут!
Если появились цветы, значит пришла весна. Ребята, пойдемте! Я знаю поляну, где этих цветочков должно быть видимо-невидимо. Мы наберем целый букет цветов и подарим тебе, лисичка. Какие же вы замечательные ребята! Настоящие друзья! Сад для лисички. Привет, лисичка! Привет, мальчики! Ого, какая красивая лавка. Только зачем она тебе тут? Здесь будет мой сад. Сад? Здорово. Да, правда, я пока не придумала, что в нем будет расти. Поэтому решила начать с лавочки. Давай мы тебе поможем! Да, тученцы? Конечно. А ты можешь отдохнуть. Приходи вечером. Здорово! Сварю пока варенье. Пойдем, Цыпа! Так, для начала надо сходить за саженцами. И когда они вырастут? Я лучше сделаю искусственный сад. Быстро, красиво и ухаживать не надо. Тогда давай каждый сделает по-своему. Фух, готово. А я уже давно закончил. Ого! Вот именно! И никаких саженцев. Чистый пластик. Плюс немного фантазии. Вот это да! О таком саде я даже и не мечтала. Спасибо, мальчики! Ну, вообще-то, спасибо, Кеша. А я вон там посадил. Ну, тоже неплохо. Только лавочку я бы немного развернула. Не поможете? Сюда. Ага. Еще немного. Отлично! Вот это вид! Я и не думала, что за день можно такой сад вырастить. Только ты, лисичка, все равно мою часть сада поливай. Конечно, конечно! А мои растения в поливе не нуждаются. Экономия сил и времени. Ух ты! Здорово! Кеш, а сфотографируй нас с Цыпой на фоне сада. Запросто. Ладно, лисичка, наслаждайся садом. А у меня еще дома дела. Пока, Кеша! Как красиво! Ладно, Цыпа, пойдем. Ой, совсем забыла. Надо же Тучкин садик полить. Вот, теперь порядок. Какая погода! Цыпа, пойдем гулять в сад. Ой, совсем не пахнет. Этот тоже? И не отрывается? Странно. Они что, из пластика? Ого, Цыпа, спасибо! Как вкусно пахнет! Где ты его нашел? Ничего себе, как у Тучки все расцвело! Вот это красота! Тученце, ну чего ты встал как вкопанный? Так я и с деревом могу поиграть. Ага, особенно с искусственным. Привет, мальчики! Привет, лисичка! Какой у тебя красивый венок! Это из нашего сада. Что-то я не помню таких цветов. А это с Тучкиной половины. Тучкиной? Да, там все цветы распустились. А запахи просто чудо. Давайте устроим в саду пикник. Ура! Смотрите, какая красота! Зато в моей части сада цветы никогда не завянут. Не завянут, но и новые не распустятся. А еще они совсем не пахнут. Да, этого я не учел. Изобрету искусственные ароматизаторы. Не надо искусственных. Пусть лучше сад будет живым. Только, по-моему, тут чего-то не хватает. Каких-нибудь скульптур, фонтанов, беседки. Кеш, может, ты что-то придумаешь? О, это по моей части.
Сейчас все будет. Знаете, а ведь и правда, в живом саду гораздо приятнее. Без твоих усилий он бы не был таким уютным. Это точно. Угощайтесь. Цветочки. Растите, растите мои цветочки. О, какой красивый! Подарю Соне. Вот она обрадуется. Лисичка, выходи в футбол играть. Не слышит. Лисичка, ты дома? Похоже, что нет. Наверное, к Соне ушла. Подождем возле дома. Лови! Тученция, ну что за пас? Смотри и учись. Ой, прямо в цветы. Да, ну ничего, сейчас мы их выпрямим. Ладно, что-нибудь придумаем. Мой суперскотч все исправит. Тученция, подержи цветы. Так не пойдет. Может, посадить новые семена? Ага, и сколько они прорастать будут? Лисичка уже 5 раз вернется. О, придумал! Надо изобрести ускоритель роста. Я мигом, а ты пока сбегай за семенами. Давай, сыпь! Готово. А теперь в дело вступает мой ускоритель. Ого, вот это чудеса. Привет, мальчики! Чего делаете? Любуемся твоими цветами. Спасибо, я очень старалась. Да, ты просто молодчина. Ну что, пойдем в футбол играть? Ой, смотрите, еще несколько появилось. Идите пока без меня, а я соберу букет и догоню. Ого, еще один вырос. И еще, и там 2. Вот здорово! 22, 23, 24, 25. Рекорд! Теперь ты. Что ж, попробую. О, а вот и лисичка. Кеша, Тучка, пойдемте со мной. У меня клумба так разрослась, целый сад уже. Ого, уже выше дома выросли. Вот это да! Поможете подстричь? Конечно. Так-то лучше. Спасибо вам. Ерунда, обращайся. Мальчики, Пожалуй, без косилки тут не обойтись. Тученция, за мной. Ой, а где домик лисички? мальчики, я здесь. Да уж, вот это цветочки. О нет, они продолжают расти. Похоже, ты перестарался со своим ускорителем. Надо было сразу все рассказать. Какой еще ускоритель? Пока тебя не было, мы случайно сломали твои цветы. А потом я изобрел ускоритель, чтобы побыстрее вырастить новые. Мы просто не хотели тебя расстраивать. А можно этой штукой вернуть все как было?
Надо настроить ускоритель на обратный эффект. Ну вот, теперь цветов совсем нет. Ничего, давайте вместе посадим новые. За работу! Ура! Найденыш. Так, что тут у нас? Улитка виноградная. Ничего интересного. Ой! Какой хорошенький. Ты что, выпал из гнезда? Да ты лапку повредил. Надо тебя подлечить. Вот так! Теперь ничто не уйдет от внимания моей камеры. Зачем это? Ну вот потерял я, например, какую-нибудь деталь, и вместо того, чтобы весь день искать, просто включаю запись с камеры. Привет, Тученце! Кто это у тебя? Птенец на болоте подобрал. У него лапка больная. Бедняга! Ничего, мы ему поможем. Положи его сюда. Цыпа, присмотри за птенцом. А мы к лисичке. У нее в аптечке точно что-нибудь найдется. Лапка, значит. Хорошо, сейчас посмотрим. Цыпа, ты чего? Он же больной. Да, Цыпа, это очень нехорошо. Так, посмотрим, что у нас тут. Ничего страшного. Больному просто нужны тишина и покой. Это мы запросто устроим. Всем привет! Как насчет футбола? Отличная идея. А как же больной? С птенцом Цыпа посидит. Будь к нему повнимательней. Если что, мы на футбольном поле. Чур, я не на воротах. Где свисток? Куда смотрит судья? А, да, мы же оставили Цыпу дома. Смотрите, а вот и он. Цыпа, что случилось? Похоже, что-то с птенцом. Бежим! Куда это они? Ничего себе! Что здесь было? Цыпа это не мог сделать птенец. Он даже ходит с трудом. Ну как не стыдно? Нельзя же так ревновать. Бедный птенец. Да, здесь нужно немного прибраться. Где моя турбометла? Куда она подевалась? О, точно! Как раз для таких случаев я и установил камеру наблюдения. Так, сейчас отмотаем назад. Это что, птенец? Кеша, останови-ка. Ну-ка. Не может быть! Ого! Вот хитрец! Да уж, значит, Цыпа был прав. Зря мы не верили. Цыпа, прости! Цыпа, где ты? Похоже, он обиделся и ушел. Надо найти его и извиниться. Цыпа! 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 Цыпа!
Цыпа, прости нас! Ты был прав. Птенец оказался обманщиком. Камера все засняла. Пойдем скорее домой. Не хочешь? А я собиралась для тебя пирог испечь. Другое дело. Все ко мне. Кто лучше? Вот, Тучка, что бы мы делали без моей крепости строительной машины? Ага, здорово получилось. Правда, больше на шалаш похоже. Привет, мальчики! Какой у вас большой шалаш? Это крепость. А, ну да, конечно. Я вам пирогов принесла. Подкрепиться. Вот это хорошо. Любой крепости нужно подкрепление. О, классный у вас шалаш. Только неустойчивый какой-то. Это крепость, и она очень даже устойчивая. Это что? Ну, я кое-что в крепостях понимаю. Вот, сделала. Ладно, крепость построила. Теперь пойду спортом позанимаюсь. Хоп! И еще один. И в прыжке. И с закрытыми глазами. Ну даешь! Потрясающая точность. Да, лисичка? Обычная точность. Вот чтобы пирог приготовить, знаете, какая точность нужна? У меня есть ее автограф. Ребята, а давайте сходим в поход. Я пирогов напекла. Хорошая идея про поход. Ну что, мальчики, за мной? А пироги? Пироги я и сама напекла. Не так уж тяжело их печь, как оказалось. Лисичка, может, как-нибудь в следующий раз? Ты не переживай, лисичка. Я как из похода приду, обязательно и твои пироги доем. Мы же друзья. Она само совершенство. Да, настоящий лидер. Привал. Мои пирожки. Надо поесть, пока они свежие. А они точно свежие? Свежее не бывает. Что-то он какой-то тяжелый у тебя. Ну, может, я и перепутала, что в рецепте. Совсем несъедобно, да? Так, кому моих пирогов с малиной? Мне! И мне. Почему-то я знала, что вы проголодаетесь. Спасибо. Я и не думала, что пироги так тяжело делать. Научишь? Конечно, научу. Мы же друзья. Лисичка у нас такая молодец.
Как же мы этого раньше не видели? А мы думали, что лисичка только пироги печь умеет. Ага, а лисичка у нас все может, все умеет. Ох уж эти мишки-мальчишки.